Я просто хотела сравнить стоимость жизни в Москве и в Торревьехе. Но потом поняла, что сравнивать только цифры некорректно, потому что при переезде из Москвы в Торревьеху поменялись не только траты, но и качество моей жизни. Что-то я получила, а что-то потеряла. Привет, друзья! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня по-прежнему зовут Юля, я журналист и режиссер, и я переехала в Испанию. На этом канале я рассказываю свою историю иммигранта, блогера, журналиста и женщины за 50, у которой впереди, я надеюсь, много всего интересного. Итак, сегодня я попытаюсь сравнить одну и ту же мою жизнь в Москве и в Торревьехе. Буду сравнивать по двум параметрам: по ежемесячным затратам и по качеству жизни. Правда, с одной оговоркой, все-таки я буду называть московские траты годичной давности, потому что я уже год живу в Испании и сейчас не знаю, какие цены в Москве. А соотношение стоимости жизни и ее качества я буду оценивать по следующим критериям: жилье, продукты, транспорт, медицина, здоровый образ жизни, бьюти-услуги и досуг и удовольствия. По поводу оценки, если расходы оценить несложно, то как же оценивать качество жизни? Но тут я только опираюсь на собственные субъективные ощущения, и качество жизни я буду оценивать по 10-бальной системе. Единица – полный отстой, десятка – просто великолепно. Итак, поехали. Первый параметр – жилье. В Торревьехе я снимаю квартиру с одной спальней за 600 евро в месяц. В Москве я сдаю двухкомнатную квартиру в спальном районе московском за 85 тысяч рублей. Это по курсу на апрель 2026 года 940 евро. Но по качеству жизни мое жилье очень уступает московскому и по метражу, и по качеству ремонта, по новизне мебели, по новизне сантехники и бытовой техники. Поэтому квартира, сравнимая по качеству моей московской, в Торревьехе будет стоить ее аренда около 800 евро. Если сравнивать качество нового, или сравнительно нового жилья в Москве и в Торревьехе эконом-класса, то оно приблизительно одинаковое. Из минусов и там очень плохая изоляция, из плюсов и в Москве, в Торревьехе своя закрытая территория. В Москве, как правило, на ней расположены детские площадки, какие-то небольшие спортивные площадки, в Торревьехе бассейн. Но это понятно, что все зависит от климатических условий. И там, кстати, есть подземные гаражи, либо большие наземные парковки. Большой плюс московского жилья – это наличие централизованного отопления, а большой плюс испанского жилья – наличие больших балконов и террас. Все определяется климатом. Что касается стоимости коммунальных услуг, тут и Торревьеха, и Испания в целом, конечно, намного дороже Москвы. За электричество я в среднем плачу 40-50 евро в месяц. Живу я одна в небольшой квартире. 45 квадратных, или 42, либо 45 квадратных метров. Больше всего я заплатила в январе, когда включала кондиционер на обогрев и включала обогреватель. В январе я заплатила 89 евро. В Москве год назад за электричество я платила 700 рублей, а за отопление 2000 рублей. Итого 2700 или 30 евро. Вода. Тут одинаковые траты, и в Москве, и в Торревьехе я плачу около 10 евро в месяц. Домашний интернет. В Торревьехе я плачу 25 евро, в Москве платила год назад 600 евро. 600 рублей. Это 7 евро. Качество коммунальных служб, работы коммунальных служб в Москве намного выше, чем в Торревьехе. В моем жилом комплексе в Москве убирали подъезды каждый день. Пространство и дворовые территории тоже убирали каждый день. В случае необходимости я вызывала электрика, либо сантехника из управляющей компании, он быстро приходил и быстро устранял какие-то неполадки. В Торревьехе дело обстоят похуже, потому что в первой урбанизации, где я жила, там убирались один раз в неделю. В нынешней урбанизации вообще не убираются, даже висит такое объявление, что жители сами дорогие, убирайте свои подъезды.
А что касается срочного вызова электрика там, или сантехника, или мужа на час, то я даже, честно говоря, не знаю, как в Торревьехе, я с этим не сталкивалась, как это все вызывается. Поэтому, кстати, расскажите, поделитесь, жители Торревьехи, вот если что-то там аварийное случилось, куда вы звоните, пишете, и сколько это стоит. Мне, в самом деле, это интересно. А единственное, к чему у меня нет претензий в Торревьехе, так это к работе садовника, потому что тут большая зеленая придомовая территория, и газон всегда пострижен, деревья всегда подстрижены. В общем, красота не обалденная, потому что каждое утро я встаю, так открываю занавески и любуюсь на эту зеленую красоту. Итак, по параметру жилье. Стоимость в Москве 940 евро аренда и 47 евро коммуналка. А в Торревьехе 800 евро аренда и 95 евро коммуналка. А по качеству все-таки жилье и работа коммунальных служб в Москве выше, поэтому в Москве я даю 8 баллов, а Торревьехе 6. А следующий параметр – продукты. Ну, сначала о том, из чего состоит моя продуктовая корзина. В каждый день у меня на столе свежие овощи и зелень. Каждый день у меня легкий белок – это курица, рыба, морепродукты или индюшка, сыр, яйца и какой-то легкий сыр. Я не ем свинину с говядиной. Из углеводов у меня цельнозерновой хлеб, лаваш, гречка, овсянка и киноа. Жиры – это оливковое и подсолнечное масло, орехи, авокадо. Очень люблю еще соус тахини. Очень ограниченно у меня на столе присутствуют твердые сыры, и из молочки только кефир, йогурты. И еще я не ем переработанные мясные продукты. Время от времени так позволяю себе хамон купить. Вкусненький он. Так, вот на такую продуктовую корзину в Москве год назад я тратила 40 тысяч рублей. В Испании я трачу на продукты почти столько же, 400 евро, но качество продуктовой корзины намного выше. Во-первых, я не ем совершенно замороженные продукты, только свежие в Испании. А во-вторых, на моем столе минимум 3 раза в неделю присутствует рыба и морепродукты. И только свежие все. Поэтому вообще все продукты в Испании, ребят, намного свежее, вкуснее, чем в Москве. Это надо признать. Так, и подводим итоги по параметру продукты, по критерию продукта у нас получается одинаковые затраты ежемесячные в Москве и в Торревьехе 400 евро, но качеству испанских продуктов я даю 10 баллов, качеству московских 6. Следующий параметр – транспорт. Ребят, вы не поверите, но за год жизни в Торревьехе я веду расход. Кстати, уже на протяжении 14 лет я веду учет всех своих расходов. Вот так за год в жизни в Торревьехе я потратила на транспорт 92 евро на общественный, то бишь 7,5 евро в месяц. Почему так мало? А потому что город небольшой, и я практически везде хожу пешком. Автобусом я пользуюсь только выезжая в пригороды, в Аликанте, либо в аэропорт. А транспортная инфраструктура в Торревьехе развита не очень хорошо. Автобусы в окрестности ходят где-то раз в час, мне кажется, по Торревьехе тоже. И поэтому общественный транспорт – это не самый удобный способ передвижения по Торревьехе и окрестностям. Большинство людей предпочитают свой автомобиль. А в Москве я тратила на общественный транспорт около 2000 рублей в месяц, это где-то 22 евро. Если говорить о качестве транспортной инфраструктуры, то тут Москва опережает не только Торревьеху, но, мне кажется, практически все европейские столицы, потому что в Москве обалденно хорошая, качественная транспортная инфраструктура. И вообще, когда жила в Москве, я продала машину, потому что удобнее ездить на метро и автобусах, чем думать о том, куда припарковать машину и сколько денег все это будет стоить. Но если говорить честно, проблема общественного транспорта в Торревьехе как-то не так актуальна для меня, как в Москве, потому как я работаю из дома и вообще везде хожу пешком, никуда не тороплюсь и ловлю от этого несравненный кайф. Что у нас касается
Критерии транспорта. То есть, значит, в Москве я в месяц тратила 22 евро, в Теревьехе 7,5 евро. Ну, конечно, качество столичной инфраструктуры транспортной несопоставимо выше, чем в Теревьехе, поэтому в Москве я даю 10 баллов, в Теревьехе 5. Следующий параметр – медицина. Ну, это еще один критерий качества жизни, где Москва реально впереди планеты всей. Я считаю, что в Москве одна из самых лучших систем здравоохранения, вот именно государственных систем, бесплатных, условно бесплатных. Здесь работает все замечательно от первичного звена до высокотехнологичной помощи. Я сама в этом убедилась на собственном опыте, потому что в ходе плановой диспансеризации у меня обнаружили один повышенный онкомаркер. Ребят, мне проверили с ног до головы. Мне даже колоноскопию сделали. К счастью, ничего не обнаружили, но из чего я сделала вывод, что профилактическая медицина в Москве работает на отлично. Вот об испанской медицине государственной, к сожалению, я этого сказать не могу, но я не могу пользоваться по своему типу ВНЖ государственной медициной. Я должна покупать частную медицинскую страховку с полным покрытием. Поэтому о качестве услуг государственной медицины я сужу только по рассказам моих знакомых. Вот моя подруга Алена около 8 месяцев ждала приема у хирурга по поводу боли в колене. А потом, по-моему, около года ждала процедуры по введению инъекции гиалуронки в это самое больное колено. То бишь, ребят, очередь к специалистам узкой направленности, врачам узкой специализации затягивается на месяц. Кстати, такая же история с плановыми операциями. Вот что хорошо работает в Испании, так это скоропомощная хирургия. И причем она хорошо работает в том числе и для нелегалов. И свежая история от моего знакомого, который проживает в Испании нелегально, он неожиданно потерял зрение на один глаз и обратился в госпиталь. Через 2 дня он уже лежал на операционном столе, у него обнаружили отслоение сетчатки, это ургентная история, надо срочно делать операцию. В общем, мы сделали удачную операцию, и за это он не заплатил ни копейки. Я думаю, что сравнивать стоимость частной медицины Москвы и Теревьехи некорректно, потому что в Москве я пользовалась только государственной медициной, в Теревьехе я пользуюсь только частной, поэтому давайте мы так условно будем говорить только о государственной медицине, равно бесплатно, да, то есть цена здесь не будет звучать, траты мы упускаем, мы просто оставляем балл за качество. А московская медицина – это 10 баллов без сомнения, теревьехской медицине, да и вообще испанской в целом даю 5. 5-й пункт – здоровый образ жизни. Я зожница, ребята. Я очень люблю спорт, движение и здоровое питание. Что касается ЗОЖа. В Теревьехе я хожу на пилатес. Если покупать абонемент, то я плачу 5 евро за одно занятие. Хожу 2 раза в неделю, получается 40 евро в месяц. В Москве я покупала годовой абонемент в спортклуб за 30 тысяч рублей. Получается 2 500 в месяц или 28 евро. Танцы. В Теревьехе я хожу на танцы 2 раза в неделю и плачу за это 70 евро. В Москве за то же самое я платила 90 евро. Что касается качества услуг. В Москве, скажем так, круче сервис. То есть вот спортклуб, в который я ходила, там большие тренажерные залы, бани, бассейн. В общем, все красиво и замечательно. В Теревьехе просто небольшой зал со скромным оборудованием. Конечно, не сравнить с московским. То же самое касается и танцевальных залов. То есть в Москве все, конечно, богаче и круче. Но если говорить о профессионализме тренеров, то я не скажу, что Москва опережает Теревьеху. Дело в том, что после войны в Теревьеху с Украины и с России приехало очень много высокопрофессиональных людей, в том числе и тренеров. Поэтому я очень высоко оцениваю профессионализм как моего тренера по пилатесу Юли, так и тренера по танцам Юли. Я тоже Юля. Видите, у нас тут, видимо, Юль собралось много. И что мне еще больше нравится в Теревьехе, что здесь нет такого конвейера и потока, как в Москве. Поэтому тренер больше тебе
уделяет внимание, эффективность, конечно, от этой работы намного выше. Итак, подведем итоги по тратам и качеству здорового образа жизни. В Москве на ЗОЖ у меня уходило 118 евро в месяц, в Торревьехе 110. Качество оцениваю одинаково, пусть будет 8. Бьюти-услуги. Вот то, что раньше я сказала про высокий профессиональный уровень тренеров, то же самое скажу и по бьюти-мастерам, по парикмахерам, мастерам по маникюру, педикюру. В общем, я не вижу огромной разницы. Очень хороший профессиональный уровень бьюти-мастеров здесь, в Торревьехе. Я не пользуюсь услугами косметолога, я уже об этом говорила в своем видео об уходе за собой. Я делаю упор на домашний уход хорошими эффективными средствами, поэтому о косметологах не могу ничего сказать. Так, что касается стоимости. В Москве я платила за маникюр с покрытием, с гель-лаком 2600, за педикюр 2800. А в Торревьехе я плачу за маникюр 30 евро, а за педикюр 40. А стрижка в Москве у меня стоила 5000 рублей, а в Торревьехе 55 евро. Итак, подведем итоги. То бишь в Москве на маникюр, педикюр и стрижку я тратила 215 евро, в Торревьехе 225. Разница несущественная. И там очень высокое качество и хороший профессионализм, высокий профессионализм мастеров. Им я ставлю по 10 баллов. 7-й критерий – досуг и удовольствие. Конечно, сравнивать культурную жизнь и Торревьехи смешно, но, честно говоря, я не ощущаю какого-то культурного голода в Торревьехе, потому что здесь он компенсируется какими-то другими вещами. Во-первых, в Испании очень много красочных и зрелищных праздников, и причем все они бесплатные. Вот за год жизни в Торревьехе мне даже сложно посчитать. Наверное, праздников 8 мы с Аленой, моей подругой, посетили. Это и в Торревьехе, и в соседних городах. И причем это не какое-то провинциальное дешевое зрелище, это реально шоу очень высокого уровня. Супердорогие костюмы, дорогая пиротехника, очень хорошо срежиссированное шоу, отличные музыканты. Но самое главное в этих праздниках испанских – это, конечно, необыкновенный вайб, потому что такое количество веселых, свободных, доброжелательных и расслабленных людей – вот это реальный праздник, реальная радость какая-то. А что касается хороших музеев и других культурных активностей, то 2 часа на поезде Мадрид. Если хочется чего-то более такого, хотя Мадрид прекрасная столица, там и музей Прадо, и музей современного искусства, то, пожалуйста, 2 часа на самолете, и вы в любой европейской столице, в Париже, в Вене, в Лондоне, в Лондоне подольше. Я летала к дочке в Вену за 68 евро туда и обратно, то есть вполне себе доступное удовольствие. Еще один вид прекрасного досуга – это однодневные поездки в какие-то интересные места. Рядом с Торревьехой находится очень много прекрасных пляжей, каких-то красивых природных красот, таких исторических и атмосферных городков. И как минимум 2 раза в месяц мы с Аленой туда выбираемся. Либо самостоятельно, либо с организованной группой. Организованная группа, поездка в организованной группе обходится не дороже 35 евро с носа. Если говорить о стоимости билетов в театр, то в муниципальный театр Торревьехи можно купить билеты за 15-20 евро. Там, кстати, выступают очень хорошие музыканты. А если ты идешь на звезд, то, естественно, билеты подороже. Мы купили билет в театр Аликанте на спектакль с участием Чулпан Хаматовой и Виктора Суханова, и стоил он 60 евро. Так, в Москве я выбиралась в театр или музей как минимум раз в месяц. Билеты мне обходились приблизительно в 2000 рублей. Путешествия, к сожалению, в последние годы я могла себе позволить только по России. 3 дня путешествия стоили у меня, всегда я уже обратила на это внимание, стоили год назад 30 000 рублей.
А для сравнения, скоро мы с Аленой поедем в Кантабрию, это север Испании, на неделю, и за этот тур мы заплатили 395 евро. Еще один вид досуга, один из любимейших, это кафе и рестораны. А средний чек в недорогом, таком не премиум-класса ресторане в Торревехе это 12 евро. А будучи в Москве, я столько же заплатила, когда пошла в грузинский ресторан с друзьями. Но порция была в 2 раза меньше. Поэтому я думаю, что стоимость кафе и ресторанов в Москве и Торревехе практически одинаковая. А как нам посчитать затраты месяц на досуг и удовольствие? Давайте сделаем так, чтобы быть более объективными. Мы возьмем, что в месяц у нас есть 2 похода в ресторан, 1 поход в театр, 1 путешествие в округе и 1 путешествие в другую страну на 3 дня. Если исходить из этих трат, то в Москве в месяц это обошлось бы мне в 1224 евро, а в Торревехе в 629 евро. Качество я оцениваю одинаково, потому что и там есть свои плюсы и минусы. Давайте дадим 8 баллов. Итак, подводим итоги. Та-да-да-дам! Внимание! Кто же победил в этой гонке Москвы и Торревехи? Получается, стоимость жизни в Москве 2966 евро. А при качестве 60 баллов. А стоимость жизни в Торревехе 2260 евро при качестве 52 балла. Я думаю, что важно определить стоимость 1 балла качества. 1 балл качества в Москве стоит 49,4 евро, а в Торревехе 43,5 евро. То бишь в Москве 1 балл жизни стоит дороже. В итоге получается интересная вещь. Я трачу приблизительно одни и те же деньги, но за них получаю совершенно разную жизнь. В Москве я платила за уровень, за сильное окружение, за возможности, хороший сервис, за скорость. А в Торревехе, в Испании, я плачу за другое. За спокойствие, за простую повседневность и за то, что жизнь не требует от меня постоянных усилий. Получается, что переехав из Москвы в Торревеху, я стала жить гораздо проще, но и гораздо легче. И, наверное, главный вопрос здесь не где дороже, а какую жизнь вы хотите получить за эти деньги. Я сначала задумывала, что это будет такое чисто бухгалтерское видео с подсчетами, но, видите, оно завело меня совершенно на другую дорогу, где я размышляю о том, как человек выбирает свою жизнь. И как ее оценивать не только с точки зрения цифр, но и с точки зрения качества твоих ощущений, твоего спокойствия, твоего удовольствия от жизни. Друзья, если это видео вам отозвалось, то не забудьте подписаться, если вы еще не подписаны, поставить лайк. И, кстати, напишите комментарий, те, кто переезжал, как изменились ваши траты и качество жизни после переезда из России в какую-то другую страну. Друзья мои, я призываю вас быть активными, делиться этим видео, писать свои комментарии, потому что чем вы активнее, тем охотнее алгоритмы YouTube предлагают мое видео тем людям, которые нуждаются в этой информации. Давайте поможем друг другу легче пережить нелегкий период иммиграции. За сим я с вами прощаюсь. Надеюсь, до скорой встречи. Всех целую, ваша Юля.